Всем привет! Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал приготовить пиццу дома. Но не у каждого получается сделать эластичное, но прочное тесто, которое легко раскатать в тонкую лепешку круг. Поэтому сегодня будем готовить идеальное тесто для пиццы и непосредственно саму пиццу. Берем 500 грамм просеянной муки и добавляем 10 грамм соли, перемешиваем все венчиком. Берем 320 мл воды, добавляем 15 грамм прессованных дрожжей, все размешиваем венчиком. Добавляем 50 мл любого растительного масла, в идеале оливкового. Еще раз перемешиваем. Соединяем дрожжевой коктейль с маслом и муку. Замешиваем тесто. Это будем делать руками. Сначала в миске, потом выложим на стол. Тесто должно получиться эластичным. Тесто готово, оно эластичное и гладкое, на его замешивание ушло 10 минут. При необходимости можете добавлять чуточку муки, если видите, что тесто жидковатое. Все зависит от качества муки и от его влажности. Перекладываем готовое тесто в смазанную растительным маслом миску и накрываем. Этого количества теста хватит на 3 заготовки для пиццы. Оно должно подойти в течение часа при комнатной температуре. В это же самое время мы включаем духовку, разогреваем духовку до 250 градусов с камнем. На это уйдет как раз то время, что тесто будет подходить. Тогда камень очень хорошо прогреется. Припыляем стол мукой. Выкладываем тесто. Поделим тесто на 3 заготовки и округлим их в шары. Даем заготовкам отдохнуть минут 10-15. Берем шар теста и начинаем делать круг диаметром 20-25 см. Следите за тем, чтобы середина была тоньше, чем бортики. Готовый круг перекладываем на доску с пергаментом.
И займемся томатным соусом. В перетертые томаты пассата мы добавляем чуть-чуть винного уксуса, немного соли, молотого перца и орегано. Все это перемешиваем. Покрываем основу соусом. И выкладываем остальные ингредиенты. Берем базилик, сыр моцарелла, выкладываем салями и немного красного болгарского перца. Напоследок добавляем пармезан. Аналогичные действия мы проделываем и с остальными шариками теста. Отправляем выпекаться пиццу на 10-12 минут, температура 250 градусов. Готовую пиццу мы присыпаем орегано. Как видите, ничего сложного нет. Пицца быстрый, сытный и вкусный продукт. Попробуйте приготовить ее дома. Если вам понравился рецепт, поделитесь им с друзьями. Пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал. С вами была Каплина Елена. Всем пока!